Добрый день, уважаемые белорусы! Байпол в сотрудничестве с киберпартизанами продолжает раскрывать преступления, совершенные теми, кто носит форму блюстителей закона и правопорядка, но на деле являются всего лишь верными псами диктатора. Теми, для кого честь и совесть дешевле премии квартир, а сломанные судьбы ни в чем не повинных сограждан – приемлемая цена собственного обогащения и карьерного роста. Теми, из-за кого служба в правоохранительных органах и силовых структурах современной Беларуси является поводом для стыда, а не гордости. И мы напоминаем всем оборотням в погонах: никто из вас не уйдет от ответственности за совершенные злодеяния. После реализации плана Перамога и восстановления в стране законности и правопорядка вы займете свои места в залах судебных заседаний, на скамье обвиняемых и ответите по всей строгости закона. Не сомневайтесь. А вы, друзья, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и пишите комментарии. Так вы поможете нам распространить эту информацию и донести правду до большего числа белорусов. Когда в стране иногда не до законов, вряд ли стоит удивляться, что кроме результатов выборов, тут фальсифицируют и доказательственную базу по уголовным делам, а также материалам проверок. Причем фальсифицируют буквально на всех уровнях, начиная от сбора материалов милиции, затем на стадии предварительного расследования и заканчивая надзорным органом прокуратурой. Об этом и поговорим сегодня. Для примера мы выбрали промежуточное звено в уголовном процессе – предварительное расследование, вотчина Следственного комитета. Именно это ведомство, взаимодействуя с милицией и прокуратурой, в своих интересах покрывает, а иногда и организовывает фальсификацию доказательств теми же сотрудниками МВД, а также по указанию прокуратуры занимается подлогом по уголовным делам. Знакомьтесь, наша сегодняшняя героиня Мирослава Игоревна Хлыщенко-Хазановская, заместитель начальника Октябрьского города Минска районного отдела Следственного комитета и по совместительству супруга сотрудника столичной прокуратуры Хлыщенко Максима Олеговича и невестка начальника Международно-правового управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Хлыщенко Олега Витальевича, уже неоднократно фигурировавшего в наших расследованиях. Коллегами и близкими Мирослава Игоревна характеризуется неоднозначно. Мы слышали несколько мнений. От карьеристки с заносчивым отношением к окружающим до, выражаясь протокольным языком, трудоголика, готового, не считаясь личным временем, достигать показателей в оперативно-служебной деятельности. Вашему вниманию фрагмент разговора Хлыщенко-Хазановской с начальником отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Октябрьского РУВД города Минска Сидоровичем Виталием Викторовичем. Алло. Виталий, привет. Ну, здорово. Слухай, тоже надо допрашивать. Послушай, по вчерашнему материалу тебе говорил Пташник или нет? Вот я сейчас у него спрашиваю, говорит, конверт поменял. Осмотр написали дома. Какой конверт он поменял? Ой, конверт этот... Осмотр. Конверт не меняли, мы же экспертизу провели. Так это все понятно. Ты смотри, просто суть в чем. Я не знаю, ты сам этот материал видел? Вот ты реально его видел? Видел? И тебя все устроило? Не, ну может я не читал вот, суть. Смотри, я тебе просто расскажу, да? Вот это вот первый материал, от которого мне хочется блевать. Именно от вас. А, да? Я никогда в жизни, я не думала, что я со своего октябрьского нона получу такую ебню. Вообще полный ноль, Виталик. Непрофессионализм полный.
Полный просто. Я вчера, когда увидела, осмотры, причем где они изоленты изымают, начиная от осмотра телефонов, который изымается 13 числа, а осматривается он каким-то образом 12 числа. А, так это он поменял. Осмотр места происшествия, где изымают изоленту, она говорит, это та изолента, с которой было обмотано, понимаешь? И все эти осмотры, разные почерки, разные ручки. Это что за хуйня? А, подожди, я же тебе сказал переписать. Нет, я тебе говорю, он переписал это все. Ну дальше послушай. Я тебе говорю, я от этого материала. И мне сейчас привозят, переделанные осмотры. А знаешь, как он распечатал осмотр мобильного телефона? Вот это еще раз плевок, повторный плевок, мне в лицо. Он его распечатал сикость-накость. У него даже шапка протокол обрезана. Ну что это за свинство такое? Не сделано вообще по материалу. Конверты поменяли, осмотры переписали. Вот и весь принцип работы так называемой правоохранительной системы. Фактически речь идет о подмене вещественных доказательств, изменении внешнего вида и свойства их упаковки, а также о подлоге протоколов следственных действий. А ведь именно от фиксации доказательств и их процессуального закрепления во многом зависит судьба уголовного дела и, как следствие, человека. Трудоголику Мирославе Игоревне очередной достигнутый показатель, а кому-то до 20 лет лишения свободы по 328-й, так называемой наркотической статье Уголовного кодекса. А точнее, 20 лет ада по прямому указанию диктатора. Помните? Чтобы они, сидя в этой колонии, я прямо скажу, смерти просили. Впечатляет, не правда ли? Впрочем, не гнушается фальсификацией доказательств и Государственный комитет судебных экспертиз, руководство которого так любит бравировать своей якобы беспристрастностью. И вот интересно, как отреагирует на участие своих подчиненных в фальсификации материалов уголовного дела назначенный осенью 2020-го диктатором председатель комитета Волков Алексей Александрович. Наверное, так же, как и на фальсификацию уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, который он лично организовал, будучи на то время зампредседателя Следственного комитета. Ну какой-то пи***ос просто. Говорю, один мой д***еб, который Ашуйка, реальный д***еб, не расписывается как следователь. Вы, похуй, вам вообще, вы даже Ну не я не смотрите. видел, что там подпись, вот Это я, ты, тыки я пошел понимаю, и назначил. Ты не видел, но ты понимаешь, а он что? Он для чего, там у тебя сидит? Я-то читаю каждый лист, а ему что, тоже не надо? Мне с этим теперь, что делать? А реально, мы это переделывали, мы созванивались с экспертом, брали пакет, перефоткивали и туда вставляли это. Потому что эксперт как раз, как я понимаю, он видел, что косяк, потому что он даже не описывает. Он говорит, на конверте имеются, подписи и должности там типа присутствующих. Ну, значит, это надо тоже как-то изменить. Ну что за, идиотизм какой-то? Я на конверт реально и эксперт. А кто у нас эксперт делал экспертизу? Тоже не говорил. Я ж не в кабинете, я ж не буду с тобой так в кабинете, там же бандитка. Не, я не помню, вот эксперт тоже ничего не говорил, что подписи, я и не обратил внимания. Там я, может, и назначал экспертизу. Я не знаю, не ты назначал, малой твой назначал, Сташник этот. Ну, вот что, мне сейчас тут материал, 3 листа, месяцу материал, нихуя нет. Я же говорю, нихуя нету. То, что попросила переделать, и то, не сделано. То, что сделано, сделано сикость-накость. Мне вот эту блевотину сейчас в материалы уголовного дела помещать. Так возмущается Мирослава Игоревна, так возмущается. Вот только если по закону она, как руководитель органа предварительного следствия, должна была отказать в возбуждении уголовного дела ввиду недопустимости доказательств, полученных с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Но почему-то вместо этого Хлыщенко-Хазановская осознанно идет на преступление в группе с начальником отдела наркоконтроля и сотрудником Госкомитета судебных экспертиз. Кстати, Мирослава Игоревна, напоминаем, что санкция части 3 статьи 395 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Фальсификация доказательств» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Не забывайте об этом. Послушав только имеющиеся в нашем распоряжении телефонные переговоры вышеупомянутой Хлыщенко-Хазановской со своими подельниками,
мы зафиксировали целый ряд подобных преступлений, а также десятки фактов незаконных указаний подчиненным сотрудникам не вносить в протоколы следственных действий дату и время, уничтожать процессуальные документы, не допрашивать лиц, чьи показания могут повлиять на ход расследования и так далее. Плюс факты подмены процессуальных документов в уголовных делах, уже переданных прокурору для направления в суд. Данные преступления совершены в соучастии с заместителем прокурора Октябрьского района города Минска Матюшенко Евгением Викторовичем. Вроде и должность ответственная, но как-то непонятно. Вы прокурор или официант, прислуживающий у столика органа следствия? Сила закона или чего изволите? А, Евгений Викторович? Ну тогда не распространяйте, что я вам дал, чтобы ты исправить. Да я Уже топик лежит. Викторович, я молчу. Я вообще молчу. Я поняла вас, услышала. Ладно, хорошо. Не бойся. Спасибо, добро. Ага, спасибо. Напомним, что подобное попустительство надзорного органа процессуальным нарушением со стороны Хлыщенко-Хазановской стало возможным исключительно благодаря наличию у последней семейных покровителей в городской и генеральной прокуратурах, о чем начальница органа следствия, не стесняясь, упоминает в разговоре с подчиненным. Алло. Ой, как дела? Нормально. Как тебе отдыхается? Хорошо. Что-то случилось? А вот ты знаешь что? Я бы тоже очень хорошо вот хотела бы отдохнуть, но пока не время. Но если честно, я уже не знаю, сколько я буду должна Матюшенко. Понимаешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, я понимаю, о чем. Подбивка неправильная. Короче, к чему я тебе звоню, Тань? Надо... У тебя есть это электронный вид? Ну, конечно. Ну, потому что я завтра с утра поеду сразу к малому забирать, он с температурой, со всем этим. Кто с температурой? Матюшенко. А, ёпрст. Ну, поэтому, не знаю, звони Оле, там, определяйся. Мне надо, чтобы она завтра вот к 8:30 мне уже принесла все в электронном виде. Потому что мне надо быстро приехать, переделать и отвезти ему, чтобы он подписал это на суд. Я все поняла. Потому что он на бальник уйдет. Я Ну поняла. и, собственно говоря, Таня, в очередной раз мне просто реально, это уже второй раз, и мне стыдно. Он мне говорит: Мирослава Игоревна, только потому что это вы. Я отдаю вам дело. Я Понимаешь? поняла. Более чем. Вот. А я второй раз сейчас буду Максиму говорить о том, что Макс, только потому что это ты, а я потому что это я, мне опять отдали дело. Ну и, конечно же, говоря о фальсификации доказательств, нельзя не упомянуть и политику двойных стандартов в оценке наличия в том или ином деянии признаков состава преступления. Состава вроде бы нет, но если надо, уголовное дело мы все равно возбудим. Особенно если дело политическое. Да. Игоревна, есть минута? Да, Викторович, говорите. Совет нужен. Дружеский. Вот 4-й материал мне принесли. На заборе частного дома. Забор подлежал сносу, ущерба нет. Написана фраза «Лукашенко в автозак». Опросили, осмотр сделали с учетом эксперта-лингвиста, он никаких оскорблений не видел. То, что мы с вами говорили о чем. Вот, ущерба нет, оскорблений нет. Вот такая фраза нанесена на заборе на Пирогова. Смотрите, тут два варианта. Или вы принимаете решение по нему самостоятельно, пишете, что ущерба нет, что Лукашенко это не конкретное обращение, что исходя из осмотра лингвиста тут ничего негативного не усматривается, как бы вопросов нет, принимайте решение. Но если вы направляете нам, я возбуждаю хулиганство. То есть для хулиганства там, в принципе... Мне для хулиганства ничего не надо, вот этого вполне достаточно, это надпись на заборе. Вот так, выше крыши. Если раньше о белорусах говорили, что в стране нет ни одного человека, которого в той или иной степени не затронула Вторая мировая война или Чернобыль,
то сегодня мы вынуждены констатировать, что вряд ли кого-то обошел стороной правовой беспредел диктаторского режима. Белорусы, чтобы иметь будущее в своей стране, сегодня мы обязаны сплотиться, чтобы нанести единовременный и сокрушительный удар по режиму. Присоединяйтесь к плану перемога. Нас уже очень и очень много, но быть с перемогой заслуживает каждый патриот. Живе Беларусь!